Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Постоянные зрители моего канала помнят прямой эфир с этой клиенткой. Это именно та Оля, которая вредничала всю коррекцию. И все помнят, как во время прямого эфира Оля придумала себе дизайн. Задача у нас была следующая. Нам нужен был коричневый цвет, нам нужен был розовый цвет, нам нужны были блестки и никаких острых углов. Поэтому именно под вот эти требования мы и создаем для Оли дизайн. То есть мы делаем именно так, как придумала она. Многие у меня спрашивают, откуда вы берете идеи дизайнов. Так вот, клиенты подкидывают эти идеи самостоятельно. Из вот этого вот набора слов можно для себя в голове создать картинку и при этом сделать тот дизайн, который придумала вроде бы как клиентка, но тем не менее воплотите в жизнь это именно вы. Как обычно, перекрываем ноготочки вот таким вот основным коричневым цветом. Опять же, цвет выбрала клиентка. Здесь я никоим образом никогда на это не влияю, потому что цвет основы это, в принципе, 90% того впечатления, которое будет создаваться от дизайна ногтей. И вот цвет это самое важное, что должно нравиться клиенту. Далее переходим непосредственно к рисованию дизайна ногтей. Вспоминаем, что нам нужен был розовый цвет. Берем розовый цвет и вспоминаем, что нам нужны были линии, но без острых углов. Поэтому исключаем углы, получаем изогнутые линии. Пересекаем эти изогнутые линии в хаотичном порядке, получаем вот такой вот дизайн. На самом деле эти изогнутые линии можно было расположить миллионом разных способов. В данном случае мы выбрали именно такой. Почему мы его выбрали, откуда он взялся, я, к сожалению, понятия не имею. Вот так вот сошли звезды, и именно вот такие линии у нас получились. Но тем не менее Оля осталась безумно довольна. Пересекаем довольно-таки крупные линии и добавляем обязательно каких-нибудь мелочевочек, потому что именно эти мелочевочки создают нежность нашему дизайну. В данном случае, опять же, по Олиному желанию мы украсили 2 пальчика на одной руке и 2 пальчика на другой руке. Но на этой руке мы украшаем средний безымянный пальчик, а на второй руке безымянный большой. Кстати говоря, моменты с украшением больших пальцев сейчас все более и более входят в моду. Мне всегда казалось, что большой палец это тот палец, который видно меньше всего. Оказывается, в повседневной жизни это далеко не так. Оказывается, в повседневной жизни клиент, когда смотрит на свои руки, он чаще всего видит все-таки большой пальчик. Поэтому, если вы украшаете большой пальчик, то это не для окружающих людей, а именно лично для клиента. Потому что окружающим людям рука обычно подается 4 пальчиками, и люди рассматривают дизайн на 4 пальцах, а большой палец смотрит уже лично человек. Поэтому на большой палец можно рисовать какие-то довольно-таки интимные штучки, которые для клиента, которые он бы хотел, чтобы ему было видно. Ну а с теперешней модой на всякие разные надписи на большом пальце можно далеко и надолго послать человека, того, которого не хочется больше видеть. Это будет вот прям самый тот кайф, который необходим. Мы же тем временем, опять же по Олиному желанию, дополняем дизайн блестками. Блестки мы выбрали розового цвета, чтобы не добавлять больше никаких оттенков. Потому что для Оли, зная ее характер, я знаю, что если я добавлю сюда золотые блестки, это будет много, ей не понравится. Поэтому я подобрала вот такие вот розовые блесточки в цвет розовых линий, но они добавили фактурности, добавили игры акцентов на нашем дизайне.
Ну а для того, чтобы розовые блесточки не сливались с розовыми линиями, их надо чем-то друг от друга отделить. Опять же, вспоминаем, что если мы для отделения будем использовать черную гелевую красочку, то это добавит нам жесткости нашему дизайну, да, какой-то графичности. Оля не любит графичность, она любит более нежный вариант. Поэтому для прорисовки была выбрана белая красочка, которой я разделяю между собой блестки и розовые линии. Эти белые акценты добавляют нам контраста в наш дизайн. Дизайн становится более ярким, более читаемым, и в то же время они добавляют нежности в наш дизайн. В общем, вот такой дизайн ногтей у нас получился. На самом деле это безумно простой, безумно легкий дизайн ногтей. С ним справится даже самый начинающий мастер. Потому что здесь совершенно ничего сложного, и даже тонкие линии не такие уж и тонкие. Поэтому, кто не побоится взять в руки кисточку и сядет, сделает, у того обязательно получится. Ну а я жду ваши варианты проб, конечно же, в инстаграме по хэштегу, повторю, за Шулуновой, у себя в группе ВКонтакте. Ну а я надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Не забудьте мне поставить лайк, Оля обязательно проверит количество лайков. Я же на сегодня с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока!